Всем привет! Сегодня поговорим про уверенность в себе. Сейчас очень много информации на эту тему. Психологи говорят про уверенность, про любовь к себе. И при этом хочется понять, а как же стать увереннее и при этом сохранить хорошие отношения с близкими людьми. И тут не стоит путать уверенность с надменностью, а любовь к себе с эгоизмом. Это совсем разные вещи. Уверенный человек обладает чувством внутреннего достоинства, а значит понимает, что достоин всего наилучшего в этом мире. И поэтому у него все легко получается и складывается как нужно. Любимая работа или бизнес, счастливые отношения. Есть время на хобби, интересы, жизнь играет яркими красками. А в обратной ситуации все идет наперекосяк, и кажется, что жизнь не любит, и нет никаких возможностей для изменений. Но это все иллюзия. У нас всегда есть возможности, и мы можем менять свою жизнь. И начнем мы свои изменения с развития уверенности, ведь это ключ к уверенной и счастливой жизни. Давайте подумаем, а что же влияет на уверенность в себе и как она вообще создается. Первое. Уверенность зависит от наших внутренних установок и мешают ей внутренние страхи. Например, можем думать: у меня не получится, я не знаю, как это сделать, я недостаточно хороший и способный. Все наши установки идут с детских лет. Когда нас критикуют, делают замечания, мы верим всему, что нам говорили родители, учителя, друзья, знакомые. В детстве наше подсознание открыто, и слова откладываются на всю жизнь. А с негативными установками жить, конечно, сложнее. Не можем решиться попробовать что-то новое, принять новые решения. В итоге неуверенности постоянно спрашиваем, правильно ли я делаю, так ли поступить, какой путь выбрать. А ведь все ответы, они есть в нас. Нужно просто научиться слышать себя и свою интуицию, доверять себе и своему выбору. Вторая причина неуверенности — недостаток знаний или информации. Неуверенность появляется, если у нас мало знаний в какой-то сфере. Именно поэтому сложно начинать что-то новое. И тут ответ очевиден. Нужно развиваться и узнавать новое в той сфере, которая вам интересна. Уверенность и мастерство приходят с опытом. Чем больше уделяем время чему-то, тем лучше получается. Мы можем думать: как повезло этому спортсмену, он забил гол на последней секунде матча. Да, конечно. Но люди не думают о том, сколько часов он провел в спортзале, чтобы потом мастерски и легко направить мяч по нужной траектории. Это остается за кадром. И вот результат. Удача улыбается тем, кто развивается и тренируется. Да, я это все понимаю, потому что тоже занималась спортом. А жизнь — это такая дорога, своего рода марафон, где есть препятствия. Нужно просто их преодолевать и не сдаваться, искать пути решения вопросов и понимать, куда идем на каждом этапе жизни. Хорошо, а как же быть с установками, страхами и внутренним настроем, подумаете вы? Тут тоже есть свои инструменты. Первое. Замена негативных мыслей. Как только появляется негативная установка, например, «у меня не получится», то стоит понять, это просто негативная мысль. И решить: я хочу думать иначе, быть хозяином своей жизни. Можно сказать: у меня много чего уже получалось в жизни, и в этот раз я тоже отлично справлюсь с поставленной задачей. Я уверен, что у меня все получится. Есть также хорошая установка, которую советует Джон Кэхам. Звучит она так: «Я обладаю безграничной силой». Если каждое утро начинать с этой мысли, то все будет получаться намного легче. А ведь так и есть. В каждом из нас живет большая сила, внутренний потенциал гения, который ждет своего времени, ждет, чтобы ему разрешили проявиться в этой жизни. Второй способ. Ведите журнал успеха. Запишите свои прошлые успехи. Наверняка было много достижений в жизни. А также каждый вечер вспоминайте, что сегодня удалось, где смог лучше проявить себя, что меня радует в моих действиях. Главный акцент на позитивных моментах, изменениях.
И сравнивайте себя с собой прошлым, а не с другими людьми. Если подумать, то мы постоянно меняемся, и то, что казалось невероятным, становится нашей жизнью. Когда-то мы и ходить не могли, или мечтали о чем-то, а теперь приблизились к этому. Вспомните, что уже удалось реализовать в этой жизни. Третий способ. Научитесь думать о своих целях, интересах, принимать решения. Имеется в виду, что фокус должен быть на своей жизни. Временами, когда мы заняты, то можем спокойно сказать другим «нет». Не бойтесь показаться плохим. Человек уверенный знает, чего хочет и быстро принимает решения. Если сложно, то подумайте, как бы поступил ваш кумир. Конечно, известные люди всегда фокусируются на основных задачах и не позволяют текучке и отвлекающим факторам уводить их в сторону. Мы любим своих близких, родных, друзей, товарищей, коллег, и все же помним о своих интересах и умеем распределять правильно время. Кстати, принимать решения мы учимся с детских лет. И родителям важно давать детям свободу для самовыражения. Это может быть сначала в небольших вопросах, а потом все больше. Корни уверенности закладываются в детские годы, и поддержка, само собой, важна. Четвертое. Преодолеваем внутренние блоки. Часто у людей стоит внутренний запрет. Есть блоки на проявление себя в этой жизни, в обществе. И тут нам поможет методика прописывания. Берем лист бумаги и даем себе разрешение. Я такая-то разрешаю себе быть счастливой, успешной, уверенной, решительной, быть неординарной личностью, легко общаться с людьми, знакомиться. И тут пишем все, что важно для вас в первую очередь. Таким образом, мы меняем свое отношение к себе, к жизни. Ведь мы не обязаны жить все время по одному сценарию. Мы можем менять свою жизнь. Пятое. Визуализация своего идеального образа. Чтобы быстрее прийти к нужным результатам, полезно представлять себя уверенным, решительным, как вы занимаетесь любимым делом. Тут нужно прийти в расслабленное состояние, например, утром после сна или вечером перед засыпанием, и представить картину будущего, так, как будто это уже есть. Каким хотите быть, чем занимаетесь, где живете. Нужно понять, как ведет себя этот уверенный, успешный, счастливый человек. Будущий вы. И, кстати, можно даже мысленно обратиться к нему, к своему образу и спросить, как прийти к новым результатам, как достичь желаемого. На самом деле вы все знаете, и ответы к вам придут. И можно даже к своему образу обратиться за поддержкой. Когда вы чувствуете, что у вас нет сил, энергии, уверенности, вы можете попросить свой этот идеальный образ помочь вам, поддержать, чтобы он вас обнял, поделился силой и уверенностью. Таким образом вы будете привыкать к этому состоянию, вживаться в новый образ, и все у вас получится. И, конечно, уверенность — это вера. А вера — это знание, что все сложится как нужно. Например, когда ждешь поезд, то знаешь, что он придет. Так и в жизни. Знание, что будет как нужно, что все сможешь, преодолеешь любые сложности на пути. А также вера, что путь будет легким и все пройдет замечательно. Это наш внутренний настрой. Перед важным событием хорошо бы представлять, что все уже получилось. Представлять его наилучший исход. Экзамен успешно сдан. Прошли собеседование, и удача на вашей стороне. Дальше нужно просто довериться жизни, и все пройдет хорошо. При условии, что вы, конечно, готовились. И еще интересный факт. Британские ученые узнали, что положение тела влияет на гормональный состав крови. И Эми Кади сделала на эту тему прекрасный доклад на конференции TED. А значит, советы о том, что важно держать осанку и ходить уверенно, тоже не случайно. Ведь если стать прямо, поставить руки на пояс, поднять свой взгляд выше, то сразу почувствуешь себя увереннее. Можно практиковать перед какими-то важными событиями в жизни. Счастья вам, уверенности в себе, и помните, вы достойны всего самого наилучшего. Всего хорошего. Пока.